Европейское подразделение американской компании Ford, известное как Ford of Europe, было образовано в 1967 году в результате слияния английского филиала Ford of Britain, немецкого Ford Germany и ирландского Henry Ford Sons Ltd. В то время как в Ирландии на заводе в Корке выпускались бюджетные легковые модели, такие как Cortina и Escort, а также коммерческая техника, грузовики D-серии и фургоны Транзит. Два других филиала выпускали более дорогие машины бизнес-класса. В Англии производили модели Zephyr и Zodiac, а в Германии семейство P7. Обе модели занимали достаточно устойчивые позиции в европейском средневысоком ценовом сегменте, особенно в Германии. Но проблема заключалась в том, что обе они порядком устарели, да и требовалась определенная унификация, которая позволила бы снизить производственные издержки. Унификация в принципе стала одной из главных причин для объединения трех фордовских подразделений в одно. Работы над новейшим автомобилем Ford бизнес-класса начались в 1968 году, и, как показывают эти эскизы, американская школа в предлагавшемся дизайне очевидно прослеживается. Несмотря на то, что разработкой занимались главным образом британские специалисты Ford, тогда как техническую часть в основном взяли на себя немцы. Спустя 4 года, в 1972-м, была представлена серийная версия новой модели, получившая имя «Гранада», которая оказалась максимально целостным сочетанием европейского и американского дизайнов. Разумеется, размеры машины были европейскими – 457 см в длину и 179 см в ширину. Производство автомобиля было налажено сразу в немецком Кёльне и в британском Даггингаме. Стоит упомянуть, что поначалу именем «Гранада» обозначались только топовые комплектации модели, тогда как более дешевые версии назывались «Консул». Все потому, что крупный британский медиахолдинг Granada Group Limited надумал судиться с Ford по поводу имени. Битва корпоративных адвокатов закончилась победой Ford, и уже в 1975 году имя Гранада использовалось не только на европейских автомобилях, но и на американских, о которых я рассказывал пару выпусков назад. Не являясь полноценным 5-метровым американским чемоданом из 70-х, европейская Гранада определенно получилась статусной, но при этом не перегруженной хромированными элементами и сложными кузовными выштамповками. Короткий передний свес, ярко выраженное ребро, пересекающее всю боковину, и длинный капот. Все это отсылало к пони-карам конца 60-х и при этом крайне уместно смотрелось на транспортном средстве, которое вообще не про динамику и агрессивное вождение. Пропорции были выдержаны идеально, наделяя внешность неброской самобытностью, которая не казалась чем-то инородным на фоне европейских традиций в автомобилестроении. Машина точно получилась внешне, но что же предложили инженеры с точки зрения железа? Несущий кузов вполне удовлетворял представлениям того времени о жесткости. Передняя подвеска была реализована на двух поперечных рычагах, задняя же была независимой, что вообще было не свойственно американскому автопрому первой половины 70-х. Естественно, все это добавляло очков к управляемости. Билл Бодди из журнала Motorsport отмечал: независимая подвеска всех колес на винтовых пружинах адаптировалась к дороге идеально, позволяя проходить повороты на скоростях, которые оказались недопустимыми до того, пока ты не оказался на водительском сиденье. Бодди позволил себе замахнуться на святое, сравнив работу подвески новой Гранады с BMW и Citroën DS. И его вердикт был далеко не в пользу последних. Журналист подытожил тем, что проходить быстрые повороты на Гранаде проще, чем на более тяжелых BMW 5 серии в кузове E12. А на мелкие неровности машина реагирует не так нервно, как француз со своей знаменитой гидравлической подвеской. Пожалуй, лучшей похвалы ожидать было сложно. Да и в целом модель получила отличную автомобильную прессу. На выбор предлагались две основных конфигурации двигателя. Двухлитровый карбюраторный V4 Essex с распредвалом в развале блока и такой же нижневальный карбюраторный V6 Essex объемом в 2,5 и 3 литра. V4 впоследствии был заменен рядной четверкой. Ее отдача в лучшие годы достигала 100 сил. Мощность же двигателя V6 в топовом исполнении составляла 157 кобыл. При массе автомобиля в районе 1300 кг этого было предостаточно. По коробкам все было стандартно. 4-ступенчатая механика и 3-ступенчатый автомат. Привод задний.
Таким образом, «Голубой овал» создал для европейского рынка модель на все 100, удовлетворяющую требованиям своего времени, наградив ее вменяемыми динамическими характеристиками, достойной топливной экономичностью, шикарной управляемостью и великолепным дизайном. Ford Granada первого поколения выпускалась в кузовах универсал, седан и фастбэк-купе. Причем для двух последних была предусмотрена по американской моде виниловая обивка крыши. Но, к сожалению, вопреки американской моде, с завода на них никогда не устанавливались пусть и задушенные, но все же 8-цилиндровые V-образники. В отличие, к примеру, от джемовского Opel Diplomat поколения B, который также был выполнен в ярко выраженном американском ключе и при этом имел версию с двигателем V8. Его история, кстати говоря, уже была рассказана на нашем канале. В 1974 году, после приобретения Фордом знаменитого итальянского дизайн-ателье Ghia, эти 4 буквы стали обозначением для самой богатой комплектации Гранада, которая отличалась собственной решеткой радиатора и роскошным салоном с велюровой обивкой сидений и серьезным деревянным декором. В период с 1972 по 1977 с конвейеров в Германии и Британии сошли более 500 000 единиц Гранады. При этом машины пользовались широкой популярностью среди таксопарков, а также различных государственных структур, таких как полиция. «78-й год отметился выходом второго поколения Гранада. Автомобиль раздался во всех направлениях. Так, длина достигла 472 сантиметров, что было на 10 сантиметров больше той же пятерки BMW. Команда инженеров провела масштабную работу над повышением уровня комфорта путем улучшения плавности хода, а также качества шума и виброизоляции. Поменялась линейка моторов. Семейство Essex V6 заменили на семейство Köln V6. Топовым среди них стал 2,8-литровый агрегат с механическим впрыском топлива, развивающий 160 сил. Опционально стала доступна и 5-ступенчатая трансмиссия. Еще одной вехой в жизни модели стало завершение выпуска машин в Великобритании, несмотря на то, что именно в этой стране они пользовались более чем устойчивым спросом. Производство полностью переехало в Кёльн. Благо, мощности позволяли выпускать машины в соответствии с уровнем их востребованности. К сожалению, с выходом второй генерации прекратился выпуск Гранада в кузове купе. За экстерьер второго поколения Гранада отвечал Филиппо Сапино, весьма успешный дизайнер, до конца 60-х работавший в Ghia, а затем в Pininfarina. Именно он в свое время приложил руку к созданию таких, не побоюсь этого слова, исключительных концептов, как Ferrari 512S Speciale и Abarth Scorpione, о которых я уже рассказывал в выпуске про заводной апельсин Стэнли Кубрика. Гранада второго поколения, переосмысленная итальянским дизайнером, фактически полностью отошла от американизированной стилистики, став подчеркнуто более европейской. Абсолютно простой, не имеющий ни одной изюминки, за которую мог бы зацепиться глаз. В общем, именно то, что доктор прописал для не слишком придирчивого к дизайну европейского покупателя бизнес-класса. Богатая хромированная решетка радиатора первого поколения Гранады на втором уступила место черной пластиковой, которую даже на топовых версиях Ghia не красили в цвет кузова. До фейслифта 1981 года, когда была пересмотрена кинематика задней подвески, появился бортовой компьютер и расширился список других дополнительных опций в дорогих комплектациях. Так, например, версия Granada Ghia X Executive, выпускавшаяся специально для Великобритании, оснащалась салоном из премиальной кожи Коннелли, полным электропакетом, включая люк, подогревом сидений и кондиционером, причем уже в базе. Среди важнейших достижений, которые Ford смог реализовать на Гранаде, стоит особенно выделить просто бесконечный выбор комплектаций, способный удовлетворить любой спрос. От версии для такси с 1,6-литровой 64-сильной четверкой Pinto и тканевым салоном
до инжекторной Gia X мощностью в 160 лошадей, которая, если не наступала на пятки таким признанным грандам, как Jaguar, то вполне себе конкурировала на равных с Rover и BMW. Конкурировала в том числе и по цене, предлагая очень много автомобиля за более чем вменяемые деньги. Стоит сказать, что ателье Gia, несмотря на присутствие соответствующих логотипов на топовых комплектациях Гранады, по большому счету никогда не имело реального отношения к ее дизайну. Но однажды итальянцы все же попробовали внести свою лепту. В 1980 году был представлен концепт Ford Granada Altair by Gia, на котором было воплощено истинно итальянское видение флагмана Ford для европейского рынка. Футуристичный клиновидный силуэт дополняли 6 прямоугольных фар головного света, скрытых под единым обтекателем, а округлыми остались только колесные арки. Это был типичный европейский дизайн в стиле wedge shape, который маэстро Гандини придумал еще в 60-х. Концепт Altair вышел куда более эффективным с точки зрения аэродинамики в сравнении с заводской Гранадой. Коэффициент лобового сопротивления сократился с 44 до 35 сотых. Примерно столько же было у Citroën CX. Под капотом же стоял самый мощный двигатель из возможных – 2,8-литровая 160-сильная шестерка. К сожалению, столь смелый подход никак не вписывался в идеологию, которую проповедовало руководство Ford of Europe в контексте Гранады. Да и производство столь навороченного автомобиля с яркой внешностью вряд ли бы оправдало себя с финансовой точки зрения. Единственный построенный экземпляр хранился на фордовском складе больше 2 десятков лет и был продан лишь в 2002 году за смехотворные для концепт-кара $18 тысяч. С точки зрения продаж, второе поколение Гранады оказалось еще более успешным, чем первое. Если с 72 по 77 было реализовано почти 505 тысяч машин, то с 78 по финальный 84 все 919 тысяч. Тот же Rover SD1, самый что ни на есть прямейший конкурент для Гранады, разошелся тиражом всего в 303 тысячи. Модель была по-настоящему успешной, но к середине 80-х о продолжении ее производства в существующем формате уже не могло быть и речи. Ведь к тому моменту бал на автомобильных рынках с обоих концов Атлантики начинала править аэродинамика, неумолимо превращая автомобили в зализанные мыльницы на колесах. И одной из наиболее успешных таких мыльниц в Европе стала новейшая фордовская Sierra, запущенная в производство в 1982 году. Именно этот среднеразмерный семейный автомобиль лег в основу полноразмерной модели бизнес-класса Ford Scorpio, дебютировавшей в 1985-м и поначалу предложенной только в кузове пятидверный хэтчбэк. Именно Scorpio исключительно на рынках Великобритании и Ирландии поступил в продажу как Гранада третьего поколения. Причем, если раньше топовой комплектацией Гранада была Gia, то на третьей генерации еще выше расположилась флагманская модель Гранада Scorpio. Правда, это случилось лишь в 1991 году. На этапе запуска модель была доступна либо с рядными четверками Pinto, либо с V-образными шестерками Кёльн, самая мощная из которых с объемом в 2,8 литра выдавала 150 сил мощности. В 90-м году появилась модель Ford Granada Cosworth с 2,9-литровым 24-клапанным мотором V6 мощностью в 200 кобыл, который был способен разгонять машину до сотни километров чуть медленнее 8 секунд. С 85 по 89 в очень небольших количествах выпускались полноприводные версии Гранада 4х4 и Scorpio 4х4, у которых планетарный межосевой дифференциал распределял крутящий момент в соотношении 34/66% в пользу задней оси. Автомобильные журналисты были в восторге от этой модели, но покупатели предпочитали обходить ее стороной, даже с учетом того, что фордовская модель стоила примерно на 30% меньше, чем Audi 200 Turbo Quattro. Нельзя не упомянуть и о том, что новая Scorpio и Granada стали первыми европейскими автомобилями, оснащавшимися антиблокировочной тормозной системой на всех комплектациях.
По большому счету, третья Гранада, она же первый Скорпио, была отличным автомобилем, который за более чем вменяемую цену предлагал не только передовой на тот момент дизайн, но и просторнейший салон, который можно было нафаршировать опциями не хуже, чем у именитых представителей немецкого бизнес-класса. Именно за это модель и удостоилась титула «Лучший европейский автомобиль 1986 года». Mercedes-Benz E-класс в том же году, в том же конкурсе занял лишь третье место. Гранада третьего поколения оказалась вполне достойным преемником для первых двух. В Ирландии и Соединенном Королевстве за 10 лет было продано более 265 тысяч ее экземпляров, а суммарный тираж Гранада и Скорпио за то же время составил около 850 тысяч единиц. Однако дальше все полетело в тартарары. В первой половине 90-х компания Ford начала применять стратегию глобальной унификации своей номенклатурной линейки, в рамках которой было решено прекратить использование имени Гранада и продавать на островах радикально обновленный к 1994 году Scorpio под тем же именем, что и на континенте. Вот только этот самый второй Scorpio провалился в продажах со страшным треском. Говорят, виной всему был его дизайн, над которым издевались все, кому не лень, используя самые обидные эпитеты, какие только можно придумать. Тупая ухмылка, тупое выражение морды, обвисший нос, заторможенные глаза, отвратительные нелепые фары, решетка радиатора, напоминающая рысью пасть, жирная бока, рептильная гримаса, уродливый как горгулья. Или ездить на молочном фургоне принесло бы больше уважения в пробке. Говорят, что второе поколение Scorpio было вполне себе неплохим с технической точки зрения. Но за 4 с небольшим года его существования было продано всего 98 тысяч экземпляров.